Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале, и сегодня хочу познакомить вас с одним из самых красивых хвойных растений в моем саду. Это кипарисовик. Подразделяется на 6 подвидов. В моем саду 14 растений, 14 кипарисовиков. Одни из одной группы, другие из другой. Дальше буду вам рассказывать и показывать. Итак, что же общего между всеми этими подвидами? Это растения, которые обладают слабой морозоустойчивостью. Это более нежные хвойные растения, которые любят мягкий приморский климат, которые любят повышенную влажность воздуха, прекрасно растут в регионах с умеренным климатом, на юге России, на Черноморском побережье. Но я знаю, что в принципе и в Подмосковье, и в Ленинградской области возможно вырастить кипарисовик. Но, конечно, это будет более сложный процесс. Итак, что нужно знать о кипарисовиках? Кипарисовики – это хвойные растения, которые любят слабокислую почву. Почва должна быть дренированной обязательно. Кипарисовик не выдерживает застоя влаги. То есть, если у вас прошел дождь, и вы еще там в течение дня, полудня не можете пройти по своей земле, то есть это значит, что у вас именно плохо дренированная земля, и лучше избежать таких растений. Что еще нужно знать? Кипарисовик любит повышенную влажность воздуха. У кипарисовика поверхностная корневая система. Значит, что это растение нужно обязательно замульчировать. Я мульчирую либо торфом, иногда я торф сверху добавляю сосновую кору, которая и подкисляет мне почву, и сохраняет влажность в почве. Растение с поверхностной корневой системой не сажаем близко к фундаменту, не сажаем его близко к каким-то строениям, так как и растению будет некомфортно и может нарушать вам фундамент, допустим. Что еще нужно знать про кипарисовики? Кипарисовики лавсона – это мощные, быстророслые растения. Годовой прирост может больше 20-25 сантиметров быть спокойно за сезон. Но вообще на юге это беспроблемные растения. Прекрасно себя чувствуют, прекрасно растут. Кипарисовики любят кислую почву. При посадке я готовила посадочную яму, добавляла туда верховой торф, хвойный опад, листовой перегной добавляла, песок, делала такую рыхлую питательную почву, так как кипарисовики, они не выдерживают застоя влаги и не выдерживают уплотнения дернового слоя. Это очень сильно сказывается на их росте. Кипарисовик очень теплосветолюбивое растение. Но на юге, в нашем климате, прекрасно себя чувствует в полутени. И этот кипарисовик, здесь у меня практически, можно сказать, даже тень. Свет попадает, прямо прямые солнечные лучи там утром в течение часа-полутора. Но развивается он нормально. Прекрасное колористическое растение, прекрасный акцент в саду. Хвоя окрашена в яркие лимонные, желтые, синие, голубые, бирюзовые оттенки. Может стать достойным акцентом в какой-то хвойной группе в вашем саду. Конечно, я обязательно делаю им профилактические обработки. За 4 года выращивания кипарисовиков, слава богу, не было замечено у меня ни вредителей на них, ни грибковых заболеваний. Я добавляю им минеральные удобрения, так как кипарисовики с поверхностной корневой системой, они у меня все замульчированы торфом и корой сосновой, поэтому я использую жидкие минеральные удобрения, которые я вношу либо по кроне, очень хорошо работают они, либо по проливам приствольного круга. Прекрасно отзываются на обработку стимуляторами эпин, циркон, HB. Так как перепады температур что летом, что зимой у нас такие качели, летом у нас бывает до плюс 40 и выше, а зимой могут скачки в течение одной недели быть от минус 15-20 до плюс 16. Так что растения очень хорошо на это реагируют. Итак, растения для юга
идеальная, прекрасная, быстрорастущая, яркая, нарядная. Если вы приобретаете растение кипарисовик, допустим, выращенное в контейнере, то посадка вообще не вызывает никаких сложностей. Подготавливаем ему посадочную яму, не делаем ее очень глубоко, делаем ее шире, так как у него поверхностная корневая система. Вот в прошлом году я заметила еще, что огромное количество слизней в корневой системе, в приствольном кругу, и я добавила, раз в какое-то время, допустим, раз в неделю я делала обработку от слизней и собирала просто вот покрытая, я не знаю, то ли какая-то любовь у слизней к корням кипарисовика, но вот только под кипарисовиками я заметила вот такое нашествие. Так что тоже, пожалуйста, это учитывайте. К одной из групп, ярко представленной в моем саду, будет группа кипарисовиков Лавсона. В моем саду растет кипарисовик Стардаст, кипарисовик Ивон, кипарисовик Колумнарис, Эректа Ауреа, Памберли Блю. Есть еще интересный такой подвид Голдрайдер, кипарисовик Голдрайдер, но на самом деле это Купреса ципарис, это гибрид, это кипарис, скрещенный с кипарисовиком. Но это нереальное растение, оно до метра может в сезон прибавлять в росте, очень яркая, нарядная у него золотистая крона. Итак, приглашаю вас рассмотреть мои кипарисовики, дам небольшую информацию по ним. Так, первый кипарисовик, который я вам покажу, это кипарисовик Лавсона Ивон. Кипарисовик Лавсона Ивон – это лучшая желтая форма кипарисовика Лавсона. Представляет собой хвойное вечнозеленое дерево с конической плотной кроной. В высоту достигает 5-7 метров, в ширину 2-3. Растение быстро растущее, в 10 лет вырастает до 2,5 метров в высоту. Верхушка узкая, обычно склоненная на бок. Кора красновато-коричневая, толстая. Ветви направлены прямо, разветвлены веерообразно. Хвоя чешуевидная, золотисто-желтого или желтого цвета. Зимой окраску не меняет, в тени становится салатовой. Пестрота окраски зависит от влажности и плодородности грунта. Шишки яйцевидно-шаровидной формы, 8-10 мм в диаметре. Мужские шишки розовые или малиновые, женские зеленые или коричневые. В суровые зимы может подмерзать и менять окраску хвои до буро-оранжевого цвета. Весной цвет хвои восстанавливается. Светолюбив, но может расти и в полутени. Почву любит питательную и влажную, но без застоя воды. Не любит сухости почвы, уплотнения, особенно верхних слоев и задернения приствольного круга. Кипарисовик Лавсона Стардаст. Стардаст переводится как звездная пыль. Действительно, если присмотреться к окраске хвои, она напоминает сияние звездной пыли. Этот кипарисовик представляет собой высокое стройное дерево, достигающее высоту 8-10 метров, при диаметре кроны 3,5-4 метра. Крона рыхловатая, ширококонусовидная или пирамидальная, асимметричная. Растение быстрорастущее, годовой прирост в высоту 20-25 см и 6-8 см в ширину. Скелетные ветви длинные, толстые, разрастаются неравномерно, умеренно ветвящиеся, от ствола отходят под прямым углом и направлены вверх, концы побегов свисающие. Хвоя чешуевидная, расположена веерообразно в одной плоскости, толстая, сернисто-желтая, в тени становится ярко-зеленого цвета со слабым золотистым оттенком. Зона морозостойкости 5Б, минус 29 градусов. Очень зимостойкий, в холодные зимы молодой прирост не подмерзает. Очень яркий и нарядный кипарисовик Лавсона – это кипарисовик Эректа Ауреа. Это хвойное дерево с кроной вытянутой яйцевидной формы. Высота взрослого растения до 4 метров, ширина до 2. Хвоя зеленовато-желтого или чисто желтого цвета. Хорошо переносит стрижку, отличается быстрым ростом, морозостоек, высаживается на солнце или в полутени. Также предпочитает влажную и хорошо дренированную почву.
Прекрасным колористическим акцентом в вашем саду может стать кипарисовик Lawsona columnaris, один из самых популярных сортов для создания живой изгороди. Дерево колонновидной формы, крона густая, компактная, сохраняет свою форму на протяжении всего роста. Годовой прирост около 20 см и к 10 годам высота около 2 метров. Конечная высота 7-8 и ширина 2 метра. Хорошо переносит легкую обрезку. Побеги направлены вертикально, хвоя на растущих концах веточек серо-голубая, затем сине-зеленая, место солнечное, теплое, защищенное от ветров. Почва дренированная, зона зимостойкости 5 до минус 23 градусов. Еще один прекрасный представитель кипарисовиков Lawsona – сорт Allumi Gold. Это вечно зеленое колонновидное или узкоконусовидное небольшое дерево. Ветви плоские, вертикальные, крона плотная, около 8-10 метров взрослое растение, с шириной около 2-3 метров. Годовой прирост в высоту может составить 15-20 см и в ширину около 50 см. Хвоя чешуйчатая, при распускании золотисто-желтая, позднее желто-зеленая. Шишки округлые, диаметром до 0,8 см. И еще один яркий колористический акцент в саду – это кипарисовик Lawsona Pemberry Blue. Кустарник изначально неправильный, позже конусовидной формы. Скорость роста средняя, в возрасте 10 лет вырастает до 2,5 метров высотой. Побеги тонкие, расположены вертикально, в середине и в нижней части кроны горизонтально ярко-серебристо-голубые, один из наиболее ярко окрашенных голубых сортов. Также предпочитают почвы плодородные и влажные. Итак, настоящей изюминкой и находкой для садоводов является Cupressa ciparis Leyland Gold Rider. Часто его еще называют кипарисовик Leyland Gold Rider. На самом деле это межродовой гибрид кипарисовика и кипариса. Открытие этого гибрида произвело настоящую революцию среди хвойных. Скорость роста до 1 метра в год. На сегодняшний день считается одним из самых быстрорастущих хвойных. Кипарисовик Gold Rider – это вечно зеленое стройное дерево с густой, симметричной, широко колонновидной кроной, конусовидная или широко пирамидальная крона в нестриженном варианте. Отличается быстрым темпом роста. В высоту достигает около 11 метров и в ширину может достигать от 3 до 5 метров. В молодости годовой прирост от 25 до 50 сантиметров, но может быть и около метра. Ветви довольно сильно отходят в сторону от ствола, практически растут горизонтально. Побеги тонкие, длинные, ярко-красно-коричневатые, позднее светло-коричневые, направленные вверх, а с ростом отгибаются, веточки тонкие, короткие, накрест лежащие. Внизу кроны более сильно разветвленные, чем те, что ближе к вершине, нижние свисают до земли. Хвоя чешуевидная, плотно прилегающая к побегу, густая, золотистого оттенка, на солнечных участках ветвей с бронзовыми и желтыми отливами, особенно зимой. Общий цвет дерева в весенне-летний период зеленый лайм с желтыми, иногда масляно-желтыми концами. Этот кипарисовик по праву считается одним из самых красивых плакучих хвойных растений в мире. Это кипарисовик нутканский пендула. Один из самых известных сортов семейства кипарисовых, обладающих пышной плакучей кроной. Длинные, свисающие ветви производят завораживающее впечатление.
В молодости дерево растет медленно, с возрастом быстрее. Годовой прирост в высоту около 25 см. В 10 лет растение достигает около 3 метров. Высота взрослых экземпляров составляет до 10-15 метров, при этом диаметр кроны от 3,5 до 5,5 метров. Это вечнозеленое хвойное дерево, оно имеет коническую форму кроны. Побеги первого ряда рыхлые, развесистые, асимметричные, боковые ветви, как пышная зеленая грива, висят вертикально. Хвоя мелкая, чешуевидная, имеет насыщенный темно-зеленый цвет, характерный растениям из дремучего реликтового леса. Она обладает резким запахом. Маленькие коричневато-фиолетовые сферические шишки с колючими чешуйками придают растению дополнительную декоративность. Сорт пендула, как и все кипарисовики, отлично развивается на рыхлых, хорошо дренированных и увлажненных почвах. Семейство горохоплодных кипарисовиков в нашем саду представлено кипарисовиком филифера. Это дерево высотой до 5 метров. Крона широко коническая, побеги повислые или отстоящие, на концах ветвей нитевидные и сильно поникшие. Растет медленно, в 10 лет достигает 2,5 метров. Побеги тонкие, длинные, свисающие, на концах ветвей нитевидные. Хвоя чешуевидная, темно- или серо-зеленая. Итак, еще один подвид кипарисовика в нашем саду – это кипарисовики туполистные. Это небольшие по своим размерам растения, имеющие очень интересную замысловатую крону. Эти растения могут стать акцентами в вашем саду, будут достойным украшением маленького сада или сада в японском стиле. Что нужно знать при выборе места посадки? Эти кипарисовики нужно сажать обязательно в полутень. Один из ярких представителей этого подвида – это кипарисовик тупой Fern Spray Gold. Низкорослый, компактный сорт станет достойным украшением каменистого сада или топиария. Используется для формирования живой изгороди. Имеет широкопирамидальную, неразветвленную форму, веточки изогнуты, напоминающие листья папоротника. Окрас хвои светло-зеленый с золотисто-желтыми оттенками. Для придания декоративности растения периодически обрезают. Молодые деревца высаживают во влажный, дренированный суглинок. Следующий кипарисовик – это кипарисовик туполистный Черримен. Уникально выглядящий кипарисовик хиноки. Это относительно новая карликовая форма туполистного кипарисовика из Японии. Название происходит от названия морщинистой шелковой ткани, которая использовалась для пошива японских кимоно. Черримен имеет очень декоративные и эффектные растущие вверх вертикальные побеги, собранные в нерегулярные кластеры, которые могут иметь мириады различных форм, текстур и расцветок, преимущественно ярко-зеленый цвет. Но в зависимости от условий цвет может иметь серые и голубые оттенки. Растет медленно, сохраняя коническую форму, достигая в возрасте 10 лет 0,5-1 метр в высоту. Его уникальная форма и хвоя делают черримен идеальным в качестве акцента для небольших садов, для японских садов, рабаток, каменных садов. И еще один туполистный кипарисовик в нашем саду – это кипарисовик Драхт. Японский сорт получен от хиноки, невысокий, медленно растущий, густой, эффектный кустарник колонновидной или конусовидной нерегулярной формы. Высота от 1 до 3 метров, ширина от 0,5 до 1,5 метров. Хвоя на солнце изумрудно-зеленая до бронзово-зеленой зимой, скрученная вокруг ветвей. Иголки чешуйчатые, скрученные, короткие, зимостойкость до минус 29 градусов.
Большое спасибо всем за просмотр, за ваше внимание. Не забывайте поставить мне лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажать на колокольчик. Всем пока, до новых встреч на канале Сад с Катериной Говоровой.